какой момент вы поняли, что ваша девушка не та, с кем стоит быть? Когда я начал понимать, что мне лучше без нее. Как ни странно, это действительно так. Она замечательный человек и потрясающая девушка, но, похоже, просто не в моем вкусе. Это странное чувство любить кого-то и одновременно понимать, что это не тот самый человек. Пережить это было невероятно тяжело, но думаю, я рад хотя бы тому, что вовремя все понял. Мы были вместе 6 лет, а теперь мы просто чужие люди. Похоже, она искренне меня ненавидит и желает мне всего самого худшего. Она специально готовила для меня еду без единой специи, чтобы я решил, будто потерял вкус из-за ковид и сидел дома, никуда не выходя. У меня была девушка, которая хитростью заставила меня познакомиться с ее родителями. Я бы и так с радостью с ними встретился, если бы она просто пригласила меня. Но вместо этого она устроила целый спектакль. Инсценировала паническую атаку, чтобы я отвез ее домой, где ее уже ждали родители. На первый взгляд это может показаться глупостью, но для меня это стало тревожным сигналом о гораздо более серьезных проблемах. В итоге я ушел и, наблюдая за ее дальнейшими отношениями с другими парнями, понимаю, что тогда поступил абсолютно правильно. Застал ее с другим парнем после того, как она сказала мне, что бережет себя для первой брачной ночи. Черт возьми, черт возьми. Она постоянно придиралась ко всему, что я делал. Из-за этого я начал думать, что просто не способен нормально строить отношения. Брат, я был на твоем месте. Такое действительно сильно подрывает уверенность в себе. Я до сих пор пытаюсь вернуть себе веру в себя. Моя бывшая заставляла меня чувствовать себя никчемным, и я буквально извинялся каждые 10 минут. Это полный кошмар. Когда у моей бабушки обнаружили рак, мне просто нужен был кто-то рядом, с кем можно было бы поговорить. А она отмахнулась от меня и вместо того, чтобы поддержать, начала рассказывать о вечеринке, на которую собиралась. Тогда я позвонил другому человеку, он буквально отговорил меня от самоубийства. В тот момент я понял, что моя девушка эгоистичная, самовлюбленная и эмоционально недоступная стерва. Через 3 дня после 6 лет отношений я расстался с ней. Честно говоря, признаков было много и раньше, но это стало последней каплей. Примерно так же я разорвал 10-летние отношения. Мы с бывшей владели небольшим кафе. В тот день мы оба были там, когда мне позвонил отец. Моя семья жила в другом штате. Он сказал, что моя племянница погибла в автокатастрофе. Ее отец заснул за рулем, съехал с дороги и врезался в дерево. Его эвакуировали по воздуху, он выжил, но получил тяжелые травмы. А малышка-племянница, сидевшая в автокресле, скорее всего погибла сразу. Для меня это было как гром среди ясного неба. Я отошел в сторону, рухнул на пол от шока и просто расплакался. Моя бывшая вернулась и спросила, что случилось. Я сквозь слезы все рассказал. А она повела себя как бессердечная стерва и сказала, что мне нужно вернуться за стойку, готовить напитки и взять себя в руки. При этом клиентов почти не было. У нас и до этого были серьезные проблемы. К тому моменту у нас уже была дочь, ей было 3 года. Я вышел через заднюю дверь кафе и направился домой. Когда я вошел, то увидел, как моя малышка рисует перманентным маркером прямо на кожаной мебели, пока няня в ванной. Но я не рассердился, я просто крепко обнял ее. В тот момент я понял, что все то, на что я раньше злился или из-за чего расстраивался, пролитая еда, разбросанные игрушки, любая мелочь не имеют никакого значения. Я так и не смог простить свою бывшую за ее реакцию. Более того, она даже не хотела отпускать меня на несколько дней, чтобы я мог побыть с сестрой и попрощаться с племянницей на похоронах. Через пару недель я ушел, нашел другую работу, снял жилье и в итоге почувствовал настоящее облегчение. Разорвать токсичные отношения все равно, что впервые вдохнуть полной грудью. Мне приходилось объяснять все свои шутки, потому что она их просто не понимала. Для меня неприемлема невозможность разделить чувство юмора с человеком, с которым ты встречаешься. У меня было примерно так. После нашего первого бурного секса я понял, что она совершенно неинтересна в интеллектуальном плане. Она злилась на меня только за то, что я хотел обсудить фильм после просмотра и при этом удивлялась, зачем мне это вообще нужно. Потом она заявила, что я должен уволиться с одной из своих работ, чтобы мы могли проводить больше времени вместе, совершенно не понимая, что я работаю на нескольких работах только для того, чтобы свести концы с концами. В тот момент я просто разлюбил ее. Это чувство мгновенно исчезло, как будто ты наконец выздоровел после долгой болезни. Когда она возвращалась с работы, звук открывающейся двери уже не радовал меня, а раздражал. Я понимал, что чувствую это уже несколько месяцев, но никак не хотел в этом себе признаться. Через несколько недель мы расстались.
Она пыталась покончить с собой, когда я хотел встретиться с другими людьми. Нам с моим лучшим другом пришлось отвезти ее в больницу после того, как она приняла горсть снотворного. Когда она вышла из комы и покинула психиатрическую больницу, мы решили сделать месячный перерыв, чтобы разобраться в себе. Ее родители тоже были вне себя, постоянно приходили ко мне домой, забирали вещи ее и требовали, чтобы я взял себя в руки и остался с ней. Нет уж, это слишком, я пас. Когда все улеглось, она пришла мириться и извиняться. В процессе призналась, что во время нашего перерыва у нее был секс с моим лучшим другом. Я сразу сказал ей уйти, потому что никогда не сталкивался с такой ситуацией и не хотел вести себя глупо. Позже я спросил друга, и он признался, что так и было. Он не смог внятно объяснить, почему так поступил, и придумал какую-то чушь про мою встречу с его бывшей еще в 10 классе. На тот момент мы учились на 3-м курсе колледжа. Мой друг помогал мне чинить машину, и благодаря ему я сэкономил кучу денег. Был жаркий летний день, и мы оба застряли, пока машина наконец не завелась. Я спросил ее, не принесет ли она нам лимонада или чего-нибудь прохладительного, а она ответила: «Нет, сейчас не 50-е года». Я сказал: «То есть мы вообще ничего не делаем друг для друга? Я бы сделал это для тебя». А она: «Ну, это традиционная женская роль, так что я этим не занимаюсь, и мне не нравится, что ты вообще об этом просишь. Я не вещь, которую ты можешь контролировать ради своих друзей». Мне было обидно, потому что я всегда старался ради нее. Она пыталась утопить меня в реке. Сколько кокаина она приняла. Мы оба были очень влюблены. Все казалось идеальным, нас буквально тянуло друг к другу. Но потом она поставила мне ультиматум. Она хотела, чтобы я присоединился к ее религии, чтобы мы могли заключить храмовый брак. Я не религиозен и всегда уважал ее взгляды, но для нее это было важно. Я понял, что не могу присоединиться к мормонской церкви, и поэтому решил расстаться. Нам обоим было тяжело, но я понимал, что тянуть дальше нет смысла. Жизнь продолжается. Она не хотела поступать в престижный колледж, потому что он был слишком далеко от меня. А теперь она доктор. Она никогда не узнает, как я ею горжусь. Ты сыграл ключевую роль в ее жизни. У меня была похожая история, когда мне пришлось расстаться с человеком ради него самого, чтобы он мог идти за своей мечтой. Сейчас он счастлив, и я рад за него. Моя бывшая девушка намеренно устраивала крики и ссоры в людных местах. Однажды ночью она мне написала, требуя любовное стихотворение. Я сказал ей, чтобы она пришла утром, и я подарю ей это стихотворение. Когда она пришла, я ее бросил. Я вернулся со службы во время войны в Персидском заливе. Я разговаривал по телефону со своей девушкой, договариваясь о встрече. Я не видел ее 10 месяцев. «И я беременна», — говорит она. Парень гей, который жил с ней в одной комнате, оказался не таким уж и геем, как он думал. «Хорошо, я поговорю с тобой позже», — сказал я ей, я так и не поговорил. Последняя девушка, с которой я начал встречаться, была у меня 5 лет назад или около того. Мы были влюблены друг в друга еще со школы и прекрасно проводили время. Она смеялась над всеми моими глупостями и хорошо обо мне заботилась. Мы делали друг другу предложения и занимались всякой банальной ерундой. Я был влюблен в нее, любил ее, и мне хотелось бы думать, что она тоже меня любила. Начались занятия в колледже, и из-за большого расстояния отношения стали напряженными. Мы изо всех сил старались сохранить их. Я приезжал к ней, и она делала то же самое, когда у нас была возможность. Я узнал, что она мне изменяет, но все равно продолжал с ней встречаться. Мне не хотелось так просто все бросать. Мы были счастливы или, возможно, только притворялись. Я пытался продержаться еще около 2 лет. Однажды ночью я получил сообщение с фотографией, и оказалось, что она все еще встречается с парнем, с которым мне изменила. Я несколько ночей размышлял об этом и пришел к выводу, что нам с ней лучше расстаться. Однажды ночью я позвонил ей и сказал, что между нами все кончено. На этом мы подходим к концу. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, в какой момент вы поняли, что ваша вторая половинка не та, с кем стоит быть. Всем хорошего настроения. С вами был Заливной Хомяк. Пока.